Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Вяжу вместе с Ольгой Горобец. Я вас всех приветствую и хотела с вами поделиться, что я планирую вязать. У меня накопились вот такие вот остатки, как видите, да? Возможно, все я не буду использовать в этом данном изделии, да? И предлагаю вам присоединиться ко мне и связать кофточку. Если вдруг вы хотите ее сделать там однотонную, конечно, без проблем. Там или из двух цветов тоже замечательная идея. Вот. Но так как у меня план избавиться от накопившихся остатков, они плюс-минус эти ниточки одной толщины, да, одного метража, ну, как бы все прям не одинаковые, но плюс-минус они там подходят. Вот. Что я свяжу из этого, мы сейчас с вами посмотрим. Итак, дорогие мои зрители, вот что получилось из тех остатков, которые я вам показала. Получился вот такой вот свитерочек. Горловина лодочка. Вот такой вот рукавчик. Не очень длинный. Другой рукав. Как это все я делала, сейчас я вам расскажу. Резиночка вот такая внизу, 2 на 2. На фотографии его, конечно, видно. Здесь я постараюсь вам на видео показать его более детально. Вот, и рассказать, что я делала, как я его вязала. Для того, чтобы вы, если вдруг пожелаете, смогли его повторить, либо добавить что-то свое, или использовать просто как идею. Бывает такое, что вот увидел что-то в интернете, потом обработал для себя в голове, и получилось совершенно новое изделие. Вот, так что ни в чем себе не отказывайте и, скажем так, дерзайте к выполнению своих намеченных планов. Сейчас я расскажу, как я его вязала. Значит, набрала на спицы я самым обычным способом. Спицы 3,5. Вязала я на 3,5 номере абсолютно все, даже и резинку. Вот, не меняла спиц совершенно. Вот, так как резинка такая достаточно, вот она получилась, видите. Как бы номер спиц не нужно было менять. Ну, по крайней мере, я решила не менять. Значит, вязала я по кругу. Набрала на круговые спицы я 222 петли для переда и спиночки и плюс 1 петля для замыкания в круг. Провязала я, сейчас отмерю сколько, резинку 2 на 2. Четыре сантиметра. 4 сантиметра провязала резиночку 2 на 2, а потом сделала вот такие вот узор дырочки. Если вдруг нужно будет какое-то видео по узорам, но здесь самое простейшее, вы можете вставлять абсолютно какие вам хочется узоры. Можете просто, допустим, делать полоски тонкие, да, какой-то один цвет выбрать, делать тонкие полоски, а между ними такие полосочки пошире. Вот, ну, в общем, осталось у меня на спицах, после того, как я замкнула вязание в круг, осталось на спицах 222 петли. И вязала я, меняя узоры, меняя пряжу. Вот, если нужно, я вот каждый узор покажу. Вот, как это было. Где-то повторяла узоры. И вот так вот вязала ровно до проймы. Довязала я до проймы. Необходимую мне высоту посмотрела сколько. Если нужно, я сейчас измерю, скажу, сколько точно я провязала. Вот. Провязала я 33 сантиметра. Высоту 33 сантиметра. И потом, вот видите, здесь вот такой вот скос я делала прибавки через, сейчас скажу, так, прибавки через ряд. Да, делала я их сколько, ну, сейчас посмотрим, померяем сантиметром. Пока у меня не получилось, провязанных 9,5 сантиметров.
После этого я набрала на спицы 54 петли. Вот так вот просто воздушными петлями набрала 54 петли открытым наборным краем. И дальше продолжала вязать вперед, а потом уже вывязывала спинку с открытого наборного края. Вот без швов получился. Вот видите? Совершенно он у меня получился без швов. Здесь я делала прибавки, смотрите как. Оставила одну центральную петлю и делала прибавочки наперед на спиночку через ряд. 9,5 сантиметров это было. Дальше погнали вязать по прямой высоту, после того, как уже были набраны эти два рукава. Вот. И здесь я, получается, закрывала плечи как? Ну, как закрывала? Переснимала петли. Вот. Переснимала петли сейчас я скажу. 1, 2, 3, 4. В 4 разворота. Поделила их на равные части и в 4 разворота я их закрыла. Можете этого не делать, можете прямо как бы провязать. Тут уже смотрите сами. А здесь что я сделала с горловиной? Собрала петли горловины, провязала узором 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, пару рядов, даже, наверное, больше, ряда 4 где-то. Вот просто по кругу провязала, как горловину вывязывала. Путанка или жемчужный узор, кто его как хочет, а кукурузкой кто-то называет. Ну, я его знаю как жемчужный. И просто потом обычным способом закрыла. После чего добрала петли на резинку, на манжетах, да, добрала из косички, там с крайнего ряда, да, провязала манжеты, сейчас скажу сколько, 4 сантиметра манжеты провязала и закрыла тоже. Вот, собственно, вот такой вот получился свитерочек. А в исполнении он очень прост, без всяких заморочек. Я думаю, что связать, справиться с ним абсолютно каждый, даже мне кажется, что и начинающий тоже. Если вдруг будут вопросы, пишите. Вот, его можно, как я уже сказала, связать и однотонным. И, ну, у меня была задача такая, скажем так, утилизировать остатки, для того, чтобы это было что-то полезное и в то же время симпатичное. Его можно будет носить с джинсами, прекрасно будет смотреться в какую-нибудь прохладную погоду летом, в дождливую, добавить, скажем, такой яркости. Также можно будет его носить весной, когда еще под жилетку. Ну, в общем, вариантов тоже очень-очень много. Всем удачи, всем добра, хорошего настроения и приятных, как говорится, времяпровождения при вывязывании ваших изделий, приятных моментов. С вами была Ольга Горобец. Удачи!